Ты пакуй уже камеру, поехали. Домой, домой! Завершающий матч затяжного двухнедельного турне для казанского «Зенита» состоялся в Новосибирске, где второй раз за 3 дня команде Владимира Алекно предстояло отстоять первую строчку в Суперлиге в соперничестве с ближайшим преследователем, которым 8 декабря стал новосибирский «Локомотив». Наставник хозяев Пламен Константинов выпустил стартовый состав с парой доигровщиков Ивович Савин, а также с парой центральных Апаликов Куркая. А вот Владимир Алекно не стал менять победное сочетание после матча с «Факелом», за исключением позиции либера, на которой без замен всю встречу отыграл Валентин Кротков вместе с партнерами Нгапет Андерсон, Михайлов Будько, Вольвич Лихошерский. В первой партии казанцы лучше действовали в атаке, показав 60% с передач Александра Будько, при этом забивая все с позитивного приема. А вот у хозяев Бакун, Савин и Ивович на троих показали отрицательный коэффициент выигранных-проигранных мячей. Поспособствовал этому и Мэтью Андерсон, который вышел на подачу при счете 21-18 и 3 раза подряд подал на вылет в Ивовича 25-18. Держались первую партию до 18 очков, все равно. Потом подача решила выход партии в пользу Казани. Там 2 серии на подаче, они решили все. Зенитовцы на волне успеха продолжили играть в яркий волейбол, буквально прижав соперника на его площадке. Безошибочный Михаил, 5 очков от Самойленко и 4 от Эрвина Нгапета. 21-14. Казалось бы, но выход на площадку Алексея Родичева, который набрал 6 очков за сет и забил 3 раза подряд в концовке, сократили отрыв до минимума 23-22. Но все те же Михайлов и Самойленко сделали свое дело 25-22. Второй партии вернулись, нашли наша подача, вернули на подаче тоже и в защите, и в атаке. Но в концовке не выиграли. Локомотив добавил. Где-то подачу хорошую подали, где-то на блоке они сыграли очень. Может, и сил не хватило, может, еще чего-то. Ну, это как бы наша уже проблема. Случилось так, как случилось. Я не могу сказать, что мы там где-то просели, может, недооценили соперника. Нет. Просто так Локомотив, наверное, не позволил. 7-3 в пользу «Зенита» на старте третьей партии не вселяли оптимизма хозяевам, которые, тем не менее, не бросили бороться. Ярко сыграл Константин Бакун, набравший в итоге 17 очков. Плюс у Лока полетела подача. 4 эйса хозяев и на табло 21-24. Казалось, что четвертый сет уже неизбежен. Ошибка Ивовича и 2 блока Вольвича позволили Казани сравнять счет. А после этого зенитовцы уже не стали затягивать игру. Да, такой отрыв в концовке 23-19. Мы дошли до того, что выиграть партию, не проявили решительность. Очередное невыполнение мой заказ, то есть я дал указание, как сыграть, и связующий не сыграл так, как я хотел. С этим будем разбираться, потому что это не первое. Продолжали делать свое дело, следуя каким-то своим тактическим схемам. Там Мэтт вышел, подачу хорошую подал. Ну, не могу сказать, что мы там что-то начали переживать. Нет. Все остальное продолжали делать так, как есть, и получилось, слава богу. Эйсом точку поставил один из самых результативных игроков матча Максим Михайлов, как и Бакун, настрелявший 17 очков, 27-25 и 3-0 в матче. Есть 8-я победа подряд на старте чемпионата. Сейчас после игры можно сказать, вот, когда какой план. Но, в общем-то, на вес золота. Такую партию, как вытащили, 3-я, дорогого стоит перед финалом Кубка. Выйти 23-19 в концовке. И что сказать? Я думаю, что сегодня мы заслужили что-то больше, чем от того, что мы взяли. Впереди у нас Кубок России, и больше, наверное, уже смотрим туда. Ну, Уренгой нас наказывает за это, но что было, то прошло, как говорится. Наконец-то наш двухнедельный вояж закончен на хорошей ноте. Что-то есть
над чем поработать буквально пару дней. Победа есть победа. Безупречное начало в Суперлиге позволяет «Зениту» уверенно возглавлять турнирную таблицу. Из других матчей отметим волевую победу «Факелов» в 5 сетах над Санкт-Петербургским «Зенитом», а также победу «Белогорья» над «Динамо». Именно новоуренгойцы и белгородцы теперь являются ближайшими конкурентами казанцев, которые сразу же после матча с большим удовольствием вернулись домой, спустя 16 дней после отъезда. Получив день отдыха, зенитовцы в понедельник начнут подготовку к финалу 4 Кубка России. В полуфиналах Санкт-Петербургский «Зенит» сыграет с «Факелом», а казанцы примут кемеровский «Кузбасс». Мы ждем вас в центре волейбола 14 и 15 декабря. Напишет, доложит, выбрав нет из кожи. Кому что дороже? И ты можешь вдруг остаться человеком. За спиной будут сильно давить смехом. За спиной город часть твоих побед. Просто отпусти их всех, не важно это. Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на ЗТВ.